привет! С вами снова Ангелина. И вот уже почти месяц, как я живу в Дубае. Завтра будет ровно месяц, кстати, с того момента, как мы приехали сюда. Но это видео будет не про мои впечатления о жизни в этой стране. Этим видео я поделюсь чуть позже. Это видео будет про нашу квартиру, которую я очень-очень давно хотела вам показать, но я все ждала момента, когда мы более-менее ее окончательно обставим. Сначала вообще хочу сориентировать вас по процессу поиска жилья в Дубае. Мы начали искать жилье, точнее, Айман начал искать жилье на месте, здесь, в Дубае, за 3 месяца до моего приезда. И перед нами встал выбор: снимать shared accommodation или снимать студию. Shared accommodation — это когда, например, вы живете в 3-комнатной квартире, вы снимаете только комнату, причем в комнате вы можете тоже жить не одни, а с кем-то, и у вас есть с другими людьми зоны общего пользования. Это ванная, это кухня и коридор. Мы решили не останавливаться на этом варианте, хотя, возможно, он был бы дешевле, потому что до этого, во время учебы в университете, я все годы жила в общежитии, и Айман много лет здесь жил тоже в shared accommodation, или с братьями, или с соседями в одной комнате. Вот, поэтому мы решили, что мы хотим что-то свое, пусть даже это будет за арендную плату, но свое какое-то такое гнездышко. Так что мы остановились на поиске студии. Искал мой муж квартиру через компанию, то есть он не обращался напрямую к арендодателям. Занял этот процесс вообще несколько недель. И стал выбор, в том числе, в каком районе снимать жилье. Мы остановились на районе, который называется International City. Я уже рассказывала про него в Инстаграме, и я выкладывала туда какие-то сторис. Особенность этого района заключается в том, что он разделен на кластеры, то есть такие небольшие подрайончики, скажем так, которые называются в честь некоторых стран. Например, Китай, Испания, Греция, Эмираты и так далее. И мы живем сейчас в Англии, кстати, к слову. Почему мы решили остановиться именно на этом районе? Потому что здесь недорогие цены на жилье по сравнению с другими районами Дубая. И в то же время я знала, что Айману будет удобно добираться до работы, потому что аэропорт находится недалеко от International City. Так что с районом мы решили. Когда занялись непосредственно поиском уже самой квартиры, как я сказала, на это ушло несколько недель, потому что некоторые квартиры не уходили буквально на глазах. То есть Айман приходил смотреть квартиру, через пару часов принимал решение, что хочет ее арендовать, но в этот момент ему сообщали, что извините, но квартиру уже решили арендовать те, кто чуть раньше вас ее посмотрел. Но в итоге я довольна, что мы нашли оптимальный вариант, который соответствовал нашим главным критериям поиска. А теперь давайте я покажу вам квартиру и чуть позже расскажу вам вообще про особенности аренды жилья в Дубае и про то, сколько мы платим за квартиру и за коммунальные услуги. Вот сразу зашли мы в квартиру. Сейчас, кстати, покажу вам фотографии, как квартиру сдают, в каком ее виде вообще сдают. Как вы видите, квартира сдается абсолютно пустая. Поэтому фактически все, что есть в квартире сейчас, нам пришлось покупать. Предлагаю теперь рассмотреть здесь все поближе. Вот мой любимый уголок в нашей квартире. Этот диван мы вообще не планировали изначально покупать, именно такой. Мы выбрали абсолютно другую модель, другого цвета, другого размера, формы. Но когда мы пришли в магазин и увидели этот диван, то поняли, что он отлично впишется в наш интерьер по цвету, и он был очень-очень комфортно, на нем очень удобно. Я купила такой вот коврик, купила пару подушек, чтобы создать такую небольшую зону отдыха. Дальше, рядышком с диваном, у нас сразу обеденный стол. Вообще он для нас не только обеденный, я, например, за ним также работаю на ноутбуке. 4 стула, на стульях вот такие вот подушечки, кстати, подходят по цвету к шторам, что тоже очень классно. Этот стол Айман выбирал без моего участия, но он мне очень-очень нравится вообще по цвету, по текстуре, мне кажется, смотрится отлично.
Потом у нас рядышком находится шкафчик. Это, кстати, одна из вещей, которые мы не покупали. Этот шкафчик уже был у Аймана, он привез его из своего предыдущего жилья. Вот такой вот уголок мы с вами посмотрели. Уголок еды, развлечений и отдыха. Здесь у нас немного одинокий уголок, в котором обитает только кресло Аймана, с которым он не хочет расставаться. Он его привез из своей прошлой квартиры. И здесь у нас зона, привет, телевизора. Наша дорогая Xbox, которую я очень полюбила. До того, как встретилась с Айманом, вообще ни разу не пробовала играть в Xbox. А сейчас это просто очень круто. Но я себя контролирую. Вот. Так что вот такой вот столик, телевизор, это все мы покупали, когда переехали сюда. Еще хочу показать вам наши растения. Я всегда хотела в своей квартире иметь хотя бы пару растений для домашнего уюта. Вот это, по-моему, толстянка. Решили ее здесь поставить. А еще вот в этом уголке у нас щучий хвост. Здесь висит мое дорогое авокадо. И еще один шкафчик. Но здесь у нас уже коллекция фильмов Аймана. Может, за фотографиями не так уж и видно, но она очень большая. Вот все эти полки, они заставлены DVD-дисками. В этом уголке у нас хранятся личные вещи. Причем это моя полка. Все остальные полки это полки Аймана, потому что у него огромное количество обуви. Даже у меня нету столько обуви, сколько у него. А вот это, кстати, встроенный шкаф. И что самое классное, он же сохраняет место и пространство. Тут один отдел для вешалок. И второй это просто разные полочки для вещей. Здесь над кроватью у нас висит календарик. Кстати, он по-белорусски, чтобы я не забывала родную мову, подарок от моих коллег, когда я уезжала. И карта мира, ее повесил Айман. И наша кровать. Тоже все покупали. Подушки, одеяло, постельное белье, саму кровать, матрас. Ничего этого не было. Это, кстати, белорусское покрывало, белорусский лен. Это постельное белье, я его обожаю, но очень классное, приятное на ощупь. И еще оно вот такое вот яркое. Сейчас покажу вам одеяло, оно выглядит вот так вот. Покажу вам немножко кухню, включила здесь свет, потому что начинает чуть темнеть. Вот духовочка и плита, мы ее покупали тоже. Здесь такая вот небольшая кухонная зона, конечно, этого пространства мало, но мы как-то адаптировались. Я сначала вообще не представляла, как я тут буду что-то готовить, но в итоге все нормально. И напротив духовки у нас стоит холодильник, увешан магнитами, потому что Айман их коллекционирует. И вот здесь рядышком вход в ванную. Вот наша ванная. Как вы видите, она небольшая. Все простенько. Хорошо, что хотя бы сантехника в этой квартире была. Вот я и показала вам всю нашу небольшую квартирку. Как вы видите, оформлена и обставлена она очень минималистично. Потому что когда у тебя мало пространства, и так не хочется захламлять его еще какими-то вещами. И я очень рада, что центр квартиры, вот эта площадь, она свободна. Это как-то дает такую иллюзию большего еще пространства, и ты без проблем можешь двигаться, потому что все вещи, по сути, они стоят вплотную к стенам. Очень, кстати, извиняюсь, ребята, за расфокусировку камеры. Я не знаю, почему она такое вытворяет, но я надеюсь, что это не мешает вам enjoy this video и наслаждаться просмотром этого видео. Одену, кстати, свои очки, потому что буду смотреть свои заметки и расскажу вам о том, за сколько мы вообще арендуем эту студию. Стоимость аренды студии обходится нам в примерно 1800 дирхамов в месяц. Это будет где-то, я внизу потом напишу точно, примерно $500 в месяц. За коммунальные услуги, что подразумевает свет и воду, мы платим где-то 400 дирхамов в месяц,
Но вообще это как бы средняя стоимость, сколько вы будете платить за коммунальные платежи для студии такой вот небольшой. И я очень извиняюсь, если кого-то дезинформировала, потому что когда мне раньше спрашивали кто-то из близких друзей или знакомых, за сколько вы снимаете квартиру в Дубае, я говорила, что где-то за $700-800. Но оказывается, что примерно такая сумма получается вместе с коммунальными платежами. Я раньше думала, что это сумма чистой аренды без коммунальных платежей. Но это вот примерно сколько мы платим, ну, получается где-то $700 за квартиру вместе с коммунальными платежами. Кстати, еще одна интересная особенность аренды в Дубае, то, что здесь ты чаще всего платишь не каждый месяц, как в Беларуси, и не напрямую своему арендодателю. Конечно, кто-то делает так, но в большинстве случаев ты платишь за определенные периоды. Например, ты подписываешь договор об аренде жилья на год, и твоя оплата за весь этот год, вот эта твоя годовая сумма аренды, она может быть разделена на несколько этапов. Это может быть оплата раз в 3 месяца, как у нас с Саймоном. Это может быть оплата раз в полгода, раз в 4 месяца. Иногда, как я и сказала, тоже помесячно, но Айман мне говорил, что такое здесь встречается нечасто. Мы подписали наш договор аренды на год, то есть в ближайший год мы будем оставаться в этой квартире. Потом, возможно, мы переедем в какой-то другой район, когда истечет срок договора аренды, потому что этот район хороший, цена приемлемая за квартиру, но, к сожалению, далеко добираться до центра. Конечно, если у тебя есть машина, то это несложно, это заняло бы минут 30, но на общественном транспорте это происходит с пересадками, и это занимает в 2 раза больше времени, так точно. Если добраться только до центра, если вообще в другой конец города, я об этом умалчиваю. Поэтому пока будем жить здесь до окончания срока аренды, а там посмотрим, что произойдет и как вообще будут развиваться наши планы. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео. Я очень рада общаться с вами, я очень рада, что у меня сейчас есть возможность, пока я не начала работать, выкладывать видео настолько часто. На следующей неделе я поделюсь с вами видео о своих впечатлениях, о своем опыте здесь, в Дубае, через месяц после даты переезда. Надеюсь, вам это тоже будет интересно. И подписывайтесь, лайкайте это видео, если эта тема вам нравится, если вы интересуетесь жизнью в Дубае, жизнью в другой стране. И увидимся в следующем видео.